Изучая тему кинофильмов, снятых на территории Чернигова и области, обязательно стоит остановить внимание на ленте под названием «Семья Катюбинских» 1970 года, производство киностудии имени Александра Петровича Довженко. Созданием фильма занимался украинский и советский режиссер Тимофей Васильевич Левчук, являющийся автором знаменитой кинотрилогии «Дума о Ковпаке», отображающей деятельность партизанского отряда во время Второй мировой войны под руководительством Сидора Артемьевича Ковпака, роль которого исполнил выдающийся актер Украинской ССР Константин Петрович Степанков. «Семья Катюбинских» – это двухсерийный биографический фильм про последние годы жизни именитого украинского писателя и общественного деятеля Михаила Михайловича Катюбинского в промежутке времени становления советской власти 1910-х годов, в частности, на территории Украины, а также последующую судьбу членов его семьи, друзей и единомышленников, оказавшихся в центре бурно развивающихся революционных событий начала 20-го столетия. Забегая наперед, хочу сказать, что происходящие действия в процессе просмотра оставляют странное ощущение, будто фильм заигрывает со зрителем, излучая на экране откровенную близость новоиспеченной власти к обездоленному украинскому народу, разрываемого междоусобными перипетиями, стремящихся удержать власть в своих руках. Одновременно, если разбить фильм на отдельные эпизоды, урывками сцен с диалогами создается весьма философская картина, актуальная и на данный момент времени. Следовало бы изо дня в день, из года в год вести летопись проявления человечного по всей планете. Давно пора. Но, к сожалению, в нынешней литературе мода на волосиницы. Со всех сторон на нее наступают параноики, садисты и разного рода психопатологические личности. Что не писатель, то пророк страданий. Ненавижу философию страданий. В основе бытия человеческого – радость. И в этом высшая красота. Главные действующие лица первой части фильма – представители интеллигенции, образованы, рассудительны, умны, обладатели наилучших человеческих достоинств, стоят душой и сердцем за новую и справедливую власть в лице подобных им самоотверженных лидеров, долженствующих разрешить извечные утеснения и проблемы народа. Великолепный актерский состав фильма позволяет не просто проникнуться идеями исполняемых ими персонажей, прообраз которых был взят с реально живших в то время значимых исторических личностей, а и впрямь поверить, что это кинохроника начала 20-го столетия. Особенное внешнее сходство с героями фильма хочется отметить у таких актеров семьи Катюбинских. Александр Дмитриевич Гай в роли писателя и публициста Михаила Михайловича Катюбинского. Ярослав Томович Геляс в роли знаменитого мыслителя и поэта Ивана Яковлевича Франко. Афанасий Иванович Кочетков в роли писателя Максима Горького. Кстати, Кочетков в принципе много раз выступал в образе Максима Горького из-за удивительной внешней похожести. Аркадий Федорович Трощиновский в роли Владимира Ильича Ленина, образ которого актер также воплощал не единожды в различных фильмах. К слову, Трощиновский – уроженец города Семеновка современного Новгород-Северского района Черниговской области. Отдельно хочу отметить Борислава Николаевича Брандукова в роли императора Николая II. Несмотря на малое внешнее сходство с прообразом, Брандуков выглядит очень гармонично в образе императора, демонстрируя ленивый надменный вид. Согласно некоторым источникам, персонаж говорит голосом другого актера. Кто здесь погребен? Местный баснописец, Ваше Величество. Леонид Глебов, Ваше Величество. Никогда не слышал.
Его не знает почти никто, Ваше Величество. Ведь писал он на украинском языке, Ваше Величество. На украинском языке? Никогда не слышал. А что, разве существует такой язык? Господин губернатор обмолвился, Ваше Величество. Это просто вульгарное наречие, на котором изъясняются малороссийские мужики. Конкретно эта сцена особенно интересна как со стороны режиссерской постановки, так и в плане сценарической техники, раскрывающей главную идею фильма грубо и незавуалированно, указывая зрителю пальцем на проблему общества начала 20-го столетия. Вторая часть фильма повествует о непосредственно революционных событиях, разворачивающихся на территории бывшей Российской империи, а также борьбе за власть различных политических формирований под руководством известных исторических личностей. Актер, сыгравший советского политического деятеля Николая Алексеевича Скрипника, к сожалению, мало известен в кинематографе. Анатолий Викторович Бобровский, в статье из Википедии неправильно указано имя – Александр, являлся обладателем уникального типажа – высокий, худой, с вытянутым длинным лицом и острыми чертами. Еще он имел глубокий звучный тембр голоса, на что невольно обращаешь внимание в процессе просмотра фильма. Обанкротилась Центральная Рада. Народ отвернулся от нее, это факт. Нет, товарищи. Полков у Петлюры еще очень много. Бобровский воплотил множество образов на сцене Тернопольского музыкально-драматического театра имени Тараса Григорьевича Шевченко. Константин Петрович Степанков выступил в роли военного и политического деятеля Симона Васильевича Петлюры. Откровенно говоря, характер его персонажа в фильме выглядит весьма карикатурным, что касается в принципе всех подчеркнуто негативных действующих лиц. Ну? Пане отаман, кров'ю змию. Чиєю кров'ю? Своєю. Та не бійся мені твоя кров. На якого біса мені твоя кров, Волох? Ти мені їхньої дай крові, чуєш? Спустя всего пару лет, в 1973 году, Степанков будет исполнять роль Сидора Ковпака в трилогии «Дума о Ковпаке», где он предстанет перед зрителем фактически неузнаваем относительно своей роли в фильме «Семья Коцюбинских». А ну покажи. Чистый вот с этого ствола. Одного фашиста убей, а с этого другого. Очень интересен также образ военного деятеля Михаила Артемьевича Муравьева, роль которого исполнил актер Станислав Иванович Станкевич, сыгравший неоднократно Адольфа Гитлера в разных советских фильмах. Актерский состав фильма «Семья Коцюбинских» представлен одними из лучших деятелей искусства. В большинстве своем это представители Украинской ССР. Благодаря кропотливой работе команды кинопроизведения в подборе исполнителей ролей был создан исключительный актерский коллектив, сумевших изобразить живой характер своих персонажей, несмотря на рисованную цензуру в сценарии. Разумеется, сложно сказать, насколько поступки, нравы и мировоззрение киношных героев соответствовали своим прообразам. Однако в рамках фильма актеры искренне передают чувства действующих лиц, вызывая у зрителей симпатию либо неприязнь. Первая сцена фильма после вступительной фразы демонстрирует зрителю старинный архитектурный комплекс строений. Переливчатый колокольный звон звучит в кадре с одновременным изображением древнего зодческого ансамбля, расположенного в исторической местности Чернигова под названием Детинец.
состоящего из Борисоглебского и Спасо-Преображенского соборов, Черниговского коллегиума слева и здания современного Государственного архива Черниговской области, виднеющегося вдалеке на заднем плане. Но не все кадры были произведены с исторических зданий Черниговского детинца. Эти ракурсы взяты со строений архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры, а именно колокольни на дальних пещерах и расположенной рядом церковью Рождества Богородицы. Стоит отметить, что в 1911 году император Николай II действительно посещал Чернигов по пути в Киев, следуя на мероприятие, посвященное открытию памятника своему прадеду, российскому императору Александру II, в честь 50-летней годовщины отмены крепостного права. Унижающим отношением к украинской национальности в фильме подчеркнуто обладают противники советской власти. К примеру, акцент на нелюбви к малороссам нарочито выражает персонаж Станкевича, подполковник Муравьев. И не забудьте, буду командующим, дам вам дивизию. Дал бы армию, да есть одно обстоятельство. Какое? Не люблю малороссов, душа не выносит. Судя по историческим сводкам, пребывание Муравьева на территории Украины сопровождалось грабежом и террором местного населения. Несмотря на то, что в киноленте его отрицательный характер чересчур выпечен, в реальности советская власть любезно пользовалась услугами командующего, вероятно, все же догадываясь об истинной его природе. Это же позор. Он же хуже черносотенца. Приказ Троцкого. Своих командиров у нас еще нет. Даже вас, прапорщиков, с трудом десяток. А он кадровый подполковник. Да кадровый враг он. Шкура. Теперь он левый эсер, душа из него вон. А они входят в состав нашего правительства. Не пустим его. Знаешь, какой скандал поднимут? Съемки кадров, на которых происходит высмеивание визита императора Николая II, проходили в поселке Седнев. В момент, когда полицейские преследуют лицедеев, камера захватывает руины святыни на заднем плане. Это Воскресенская церковь, возведенная в конце XVII века. Она располагается в центре Седнева и ныне разительно отличается своим внешним видом в результате произведенных реконструкционных работ. Настоящий дом семьи Коцюбинских, где ныне располагается родовой музей, также послужил площадкой для съемок фильма. Здесь разворачивалась сцена с участием городового по прозвищу Морда в исполнении Владимира Вячеславовича Белокурова и супруги Коцюбинского, Веры Устиновны, роль которой сыграла Руфина Дмитриевна Нефонтова. В селе Ладенко Черниговского района Черниговской области проводились съемки подпольной сходки юных революционеров Юрия Коцюбинского и Виталия Примакова со своими товарищами. Роль Коцюбинского стала дебютом в кино для Юрия Александровича Демича, а образ Примакова воплотил уже небезызвестный актер Алексей Васильевич Локтев, приглашенный на съемки популярного советского фильма «Я шагаю по Москве», 7 годами ранее производства семьи Коцюбинских. Купание в реке было настоящим испытанием для молодых актеров, поскольку кинопроизводство проводилось в начале весны. Стоит сказать, что быстроводная река Десна в принципе медленно прогревается даже к лету. Что уж говорить о холодной поре года.
Тем не менее, это обстоятельство не помешало успешно завершить эпизод, и зритель, вероятно, даже не догадывался в процессе просмотра фильма о том, при каких условиях приходилось работать актерской команде. Съемки сцены с похоронами Михаила Коцюбинского выполнялись на современной улице имени князя Черного. Именно в этом отрезке улицы шествовала похоронная процессия с гробом писателя. Высоко на холме видны купола Успенского собора Елецкого монастыря, а слева от шествия – частные дома, находящиеся здесь и поныне, спустя 55 лет с момента проводимого кинопроизводства. Далее в кадре появляется Петропавловская церковь, находящаяся здесь же, на территории монастыря. Однако подобрать похожий ракурс получится разве с дрона, ибо местность значительно заросла деревьями, которые скрывают противоположную сторону здания за пышными кронами. Далее съемки переносятся на Болдины горы, и от стен Ильинской церкви процессия движется к настоящей могиле Коцюбинского, расположенной на возвышенности, с которой открывается вид на очертания Свято-Троицкого собора. Захоронение венчает бюст Коцюбинского, а рядом с мужем покоится его супруга Вера Устиновна. Ночная съемка с крадущимся Виталием Примаковым проводилась также, в частности, на территории детинца. В эпизоде с расклеиванием листовок легко узнаются оборонные пушки, размещенные на валу. Крыльцо Черниговского коллегиума, уже встречаемого в самом начале фильма. А в процессе погони действие происходило у стен исторических сооружений, дома полковой канцелярии, Елецкого монастыря, а еще беглец оказывается на крыше церкви усыпальницы Лизагуба, расположенной там же, на территории монастыря. Сидневские святыни и Черниговский Елецкий монастырь уже ранее были задействованы в кинематографе, а именно в процессе производства культового фильма «Вий», видео про который можно найти по ссылке в описании. Сюжет встречи Коцюбинского с Горьким, Лениным и Луначарским на острове Капри снимались взаправду в Крыму, согласно некоторым источникам, в городе Судак. Именно эта часть фильма наполнена прекрасными диалогами. Не о Боге пекусь, Владимир Ильич, о душе человеческой. Что станет опорой для нее? Боитесь, что без подновленных божественных костылей душа человеческая шатнется? Боюсь. А вы не боитесь, Владимир Ильич? Нет, Алексей Максимович, не боюсь. Особенно, когда вспоминаю замечательные слова, которые вычитал недавно в одной превосходной пьесе. В какой пьесе? Кто автор? Никто иной, как Максим Горький. Он сказал: человек — это звучит гордо. Вот ключ к нравственности нового человека. Если опустить спорность деятельности прообразов персонажей фильма, то многие изречения из их уст звучат воистину философски. Безодня горя, страждань, принижень, мільйони скалічених душ. Інколи страшно стає.
А народ мовчить. Пригадуйте у Шевченка, а тюрму, а люду, що й лічить. Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує. В Карпатах снимался эпизод встречи Михаила Коцюбинского и его сына Юрия с Иваном Франко. По пути к поэту они видят тяжелый труд работников нефтедобывающей промышленности. На этом моменте звучит отсылка к повести французского писателя Эмиля Золя под названием «Жерминаль», повествующим о революции шахтерского поселка, восставшего против изнуряющих и несправедливых условий труда. Пізнаєш? Бориславські ріпники. Він перший написав про них ще 30 років тому, правда, тату? Тоді ще ніхто, тільки Золя про шахтарів. І ось Франко про бориславських нафтовиків. Вторая часть киноленты включает в себя виды Санкт-Петербурга и Киева. Фильм «Семья Коцюбинских» издавался на русском и украинском языках, а еще имеет интересную особенность в виде переплетения событий с кинолентой «Щорс» 1939 года, обзор которой производился ранее на канале. Ссылку на видео прикреплю в описании. Согласно хронологии этих произведений, можно построить любопытную цепочку происходимого в промежутке времени с 1910-х по 1920-е года, рассматривая разворачивающийся революционный фронт на территории Черниговской и Киевской областей. Удивительно точны были слова киношного Ленина про низвержение вчерашних кумиров, особенно, когда это говорится от лица новоиспеченной власти. Когда революция на подъеме, бардов у нее много. А после поражения – неверие и низвержение вчерашних кумиров. Цимус в том, что новому правлению нужна была твердая рука лишь для того, чтобы взойти над массами, как показала история. После свершившегося она без тени сожаления отрубила возведшую ее руку и запустила машину убийств и репрессий. Михаил Михайлович Коцюбинский скончался в 1913 году, оставив после себя бесценное наследие в виде непревзойденных, всемирно известных литературных произведений. Супруга Коцюбинского, Вера Устимовна, пережила мужа всего на 8 лет, а их потомков перемололи жернова советской власти. Юрий и Роман Коцюбинские расстреляны в 1937 году, обвиненные в контрреволюционной деятельности. Воспитанник Коцюбинского Виталий Примаков расстрелян в 1937 году, обвиненный в антисоветском заговоре. Дочь Коцюбинского и супруга Примакова, Оксана, умерла при родах в 1920 году. Ирина Михайловна Коцюбинская – единственная из потомков Михаила Михайловича, кто прожил долгую жизнь, в течение которой она старалась увековечить память о своей семье.